Перед тем, как мы продолжим, я вам расскажу одну небольшую историю. Жил-был один художник-аниматор, который старался для своих подписчиков рисовать анимации как можно чаще и делать их как можно круче. Но он сильно грустил и расстраивался, когда его истории набирали очень мало лайков. Давайте не дадим аниматору грустить и поддержим его лайком под этим видео уже сейчас. Анна-Мария больше всего на свете мечтала стать ветеринаром. В школе у нее было прозвище Белоснежка, а все потому, что в рюкзаке у девушки всегда находилась аптечка, которой она пользовалась всякий раз, когда видела раненое животное или птицу. В доме школьницы в разное время жили голубь, который повредил крыло, ежик, покусанный лисой, и даже маленький хомяк, который вообще-то ничем не болел. Но Анна-Мария решила, что хомяки не должны быть настолько толстыми, потому что с таким весом будет тяжело убегать от котов, и посадила его на диету. В один из дней девушка в очередной раз отправилась в лес, прихватив с собой аптечку. В это время птенцы делали первые попытки научиться летать и часто падали и ранились. Анна-Мария находила их и возвращала в гнезда или оказывала первую помощь. День стоял пасмурный. Вот-вот должен был начаться дождь. И чтобы не промокнуть, она укрылась в небольшой пещере. А чтобы не было скучно, достала из-за пазухи хомяка, которого иногда брала с собой. Неожиданно за ее спиной раздалось какое-то хрюканье и чавканье. «Кабан, наверное», — подумала Белоснежка. По урокам биологии она знала, что дикие кабаны очень опасны. Девушка медленно оглянулась и завизжала. Из глубины пещеры на нее смотрела розовая морда с бешеными глазами. Это была свинья, но очень необычная. Анна-Мария прищурилась. Где-то она уже видела этот пятачок и это розовое платье. «Свинка!» – закричала девушка. В эту минуту свинья прыгнула на нее. Свинка была самым милым и добрым существом на свете. Она целыми днями играла со своими друзьями, общалась с семьей и вообще жила очень насыщенной жизнью. Однажды в книге свинка прочитала, что все существа делятся на две категории. Экстраверты – это те, которые очень любят общение с друзьями и предпочитают быть в центре внимания. И интроверты – это те, кто любит уединение и спокойствие. Свинка однозначно была экстравертом, но она подумала, что, наверное, для эксперимента стоит побыть разок и интровертом. И однажды, когда все друзья были чем-то заняты, свинка решила, что вот оно, то самое время, когда можно побыть наедине с собой. Она долго думала, куда бы ей отправиться, и в итоге решила, что этот день лучше провести в заброшенном парке аттракционов. Туда как раз никто и никогда не ходил. В парке было очень тихо и спокойно. Свинка шла и думала, что ей без друзей неплохо, и быть интровертом ей тоже очень нравится. Неожиданно ход ее мыслей прервал тихий паровозный гудок. Свинка со всех ног побежала на шум. Повернув за старую фотобудку, она увидела, что огромное колесо обозрения рухнуло на паровозика Томаса, у которого почему-то помимо колес были еще и паучьи лапы. Она решила, что, наверное, стоит попробовать поднять колесо обозрения и помочь пострадавшему выбраться. Свинка со всех сил стала тянуть металлические трубы вверх, но это не помогало. Свинка наклонилась к Томасу, глаза которого уже закрылись, и сказала, что обязательно позовет кого-то на помощь. Своими ручками она взяла его за щеки, чтобы потрепать их в качестве одобрения. В этот момент глаза паровозика резко открылись, и не успела она моргнуть, как он укусил ее за руку. Свинка взвизгнула, как поросенок, и отскочила. Рука сильно зудела, нужно срочно чем-то обработать, решила свинка и со всех ног побежала домой.
На следующее утро свинка проснулась с больной головой, а главное, в очень плохом настроении. Она буквально ненавидела весь мир. Такое с ней случилось впервые. Свинка встала с кровати и не заправила ее. Вошла в ванную и вздрогнула. Из зеркала на нее смотрела опухшая морда с красными глазами. Свинка расплылась в улыбке и громко хрюкнула. Из кухни раздался голос мамы, которая звала за стол. По вторникам семья всегда завтракала кукурузными хлопьями с молоком. Вот и сегодня миска с лакомством уже дожидалась свинку. Она взяла ложку, а потом неожиданно отбросила ее в сторону и, уткнувшись мордой в посудину, стала чавкать, расплескивая все вокруг. Мама и папа были в шоке. Они стали ругать дочь за такое свинство. Свинка подняла морду от тарелки, посмотрела на них и громко рыгнула. Тут ее родители поняли, с дочерью что-то не так. Они бросились звонить доктору, но когда вернулись на кухню, свинки уже не было. Родители выбежали на улицу. От увиденного мама потеряла сознание. Свинка валялась в луже, размазывая грязь по лицу и по розовому платью. Она опускала пятачок в жижу и выпускала воздух, отчего та пузырилась и булькала. Грязные брызги летели во все стороны. Вокруг лужи собрались прохожие. Брат свинки, Джон, который в это время возвращался с пробежки, бросился тянуть сестру из грязи. Он просил ее перестать пускать пузыри, но уговоры не помогали. «Свинка Свиновна, сейчас же прекрати это безобразие!» Закричал папа свин и попытался вытянуть ее из лужи. В эту минуту разум как будто вернулся к ней. Свинка поняла, что она сидит по уши в грязи, а над ее головой летает рой мух. «Что я тут делаю?» – растерянно спросила она у окружающих. Животные, которых к этому моменту насобиралось уже прилично, пожимали плечами. Свинка протянула руки к зебре с просьбой помочь ей выбраться. Но когда та взяла ее, свинка неожиданно дернула дружелюбное животное на себя, и оно рухнуло в грязь. Свинка захохотала так громко и так зло, что мама снова потеряла сознание. Свинка хватала всех вокруг и кидала в грязь. А когда брат попытался ее успокоить, она чуть не укусила того за ухо. Жители улицы, перемазанные и злые, стали наступать на сошедшую с ума соседку. Они сообща решили скрутить ее и отправить в больницу. Поняв, что силы не равны, свинка встала на 4 ноги и, словно какое-то дикое животное, умчалась в сторону леса. Спустя час она оглянулась и поняла, что ее никто не преследует. Ей нужно было какое-то убежище. Совсем рядом оказалась небольшая пещера, куда, виляя скрюченным хвостиком и громко хрюкая, свинка и удалилась. Анна-Мария сидела над телом свинки и не понимала, как ей быть. Только что свинка, которая вообще-то должна быть дружелюбной, чуть ее не убила. Слава богу, у Белоснежки хватило ума отскочить в сторону. Как раз в тот момент, когда бешеное животное уже прыгнуло на нее и со всей силы, ударившись о скалы, отлетело в сторону без сознания. Девушка пощупала пульс. Сквозь толстую свиную кожу она почувствовала вибрации. Значит, свинка не умерла, а всего лишь потеряла сознание. Наверное, у нее бешенство, решила Анна-Мария и со всех ног бросилась домой, к бабушке Евдокии Петровне, которая, к счастью, была дипломированным специалистом и точно знала, какой укол нужно поставить свинке, чтобы та снова стала доброй и приветливой. Через час девушка вместе с бабушкой снова были в пещере. Свинка уже пришла в себя от удара головой, но все еще была слаба. Пожилая женщина не понимала, какой диагноз поставить животному. С одной стороны, это было бешенство,
но с другой это мог быть и свиной грипп. Свинка лежала и хрипела. Глаза ее покраснели и злобно смотрели на бабушку и внучку. Евдокия Петровна достала шприц и вакцину от бешенства. «Лишним точно не будет», — решила она. Протерев попку свинки спиртом рядом с хвостиком, она воткнула иглу, и по венам свинки побежала вакцина. Дыхание ее стало ровным, хрюканье прекратилось, а глаза снова сделались ясными. Больная приподнялась и уставилась на людей. «Где я?» – слабым голосом спросила она. «В пещере, недалеко от железнодорожной станции Комарова», – ответила Анна-Мария. Свинка почесала ушибленное место, встала на ноги и глубоко вздохнула, закрыв глаза. Но когда через секунду она снова их открыла, бабушка и внучка увидели, что они еще больше налились кровью. Ноги и руки свинки стали вдруг увеличиваться в размерах. Улыбка на лице превратилась в злобный оскал, обнажив 2 ряда острых зубов, каких обычно не бывает у свинок. Изо рта стала выступать густая пена. «Кажется, это было не бешенство», — сказала Евдокия Петровна. «Кажется, моя вакцина превратила ее в монстра». Свинка встала на 4 ноги и начала копытом бить землю. «Бежим!» – закричала внучка. Они с криком помчались сквозь лес. За ними неслась гигантская голодная свинка. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!